что такое графа против всех? Даже если в каких-то странах есть, это там, где был фашистский режим 50 лет, или страна была колонией всю свою жизнь, только последние 50 лет стала свободной, или чьи-то сателлиты. Но в крупнейших странах, там, где демократия развивалась много уже лет, 150 лет, такой графы нету. Да даже если бы была, докладчики нам говорят, совершенствуем законодательство. Совершенствовать значит улучшать, а вы ухудшаете. И ухудшаете против себя. Ладно бы они действительно хотели себе что-то сделать, хорошо, те, кто хотят удержать власть. Но ведь все, что будет против всех и за оппозицию, это против вас. Вы сами усиливаете желание граждан выразить протест против вас. Такого нигде в мире не делает ни одна правящая партия. Это же какая логика должна быть? Заставить граждан прийти на избирательные участки и голосовать против всех. Против чего? Против страны, против русского народа, против демократии, против Конституции. Ведь слово «всех» по-русски означает, он вообще всех нас ненавидит, этот человек. Это будущий террорист, смертник. Он скажет, я всегда был против всех, я вас буду взрывать, если вы мне такие выборы будете проводить. И вы его зовете на избирательные участки. Иди и голосуй против всех. Это чудовищно. Это отход назад, в средние века. Это такого понятия нет против всех. Даже при царе такого не было. И там какой-то выбор можно было что-то делать. Юрьев день, крестьянин мог уйти к другому помещику. А здесь, говорят, мы демократия, мы развиваемся, давайте голосуйте против всех. Это могла делать какая-нибудь партия из экстремистов, из радикалов, чтобы поломать демократию в стране. А это делает правящая партия, сама против себя. А представьте себе, что придут очень много. Что вы, это что означать будет? Это будет означать, что вас ненавидят, вас не хотят. Я бы понял бы совершенствование демократии, если бы мы приняли закон ЛДПР о верхнем лимите. 40%. Больше ни одна партия получить не может. И Европа показывает нам, больше 40 ни в одной европейской стране ни одна партия не получает. Вы этого не хотите. Вам нужно обязательно 70%. Как вот в Туркмении. Когда-то я лет 15 назад была дискуссия «Свобода слова». Я сказал, вот у нас выбор. Или демократия, или туркменский вариант. Мы идем, видимо, по туркменскому варианту. Мне из Кремля звонят, что ты такие говоришь? Ну вот, пожалуйста, прошло 15 лет. Это туркменский вариант. Когда все делается, чтобы побеждала одна и та же партия, одна и та же. Но уже был самый кровавый опыт гибели однопартийного режима. Вместе со страной, с людьми. Миллионы погибли. Миллионы беженцы. И сегодня не хватает денег, потому что все лучшие куски оказались за границей. Ведь туда накачивали национальные окраины, Средняя Азия, Закавказье, Белоруссия, Прибалтика. Туда все давала Москва, Кремль, чтобы они тихо сидели. И наплевать на русский народ. А теперь статистика самая плохая по русскому народу. И что это? Кто управляет этими процессами? Поэтому это недопустимо. То же самое одномандатные округа. Но в Европе и у нас они есть. Но голосование идет, когда он входит в партийном списке, партии участвует, и каждый член списка в своем родном округе борется с другим кандидатом от другой партии. Но это его округ. Кто нам мешает привязать партийные списки и сделать 225 списков? Все, по одному кандидату. Вот списки, по количеству округов, и мы идем. 10 партий, значит, получится там 10 кандидатов в округе. Все, мы соединяем округ, жители будут знать этого, так сказать, кандидата. И в то же время мы развиваем политические партии. Сейчас опять откат назад. Опять удар по всем партиям, потому что только половина депутатов будут избираться по партийным спискам. С тем, чтобы опять за счет одномандатников обеспечить большинство. И нам говорят, ну вы должны подобрать известных людей. А когда это известные люди могли быть в оппозиции? Они могут быть известными только в рамках правящих структур. Если они не поддерживают правящую партию, они могут быть только известными в сумасшедшем доме, в тюрьме. Вот Ходорковский известен. Вы его посадили на 10 лет. Что там
своих людей в тюрьмы посадить, и потом вы их выпустите, а по закону не имеет права участвовать в выборах. Вот и известность для оппозиции. Отсидел, а потом не имеет права участвовать. Оппозицию обрекаете на то, чтобы она не может ничего сделать. Ибо известный человек, кто такой известный человек? Это артист и спортсмен. Вот эти Олимпийские игры. Так если мы возьмем к себе, вы же их не пустите на сцену и не пустите на соревнования. Неужели это непонятно? Что все известные никогда не смогут пойти в оппозицию. Ибо тогда вы их не выпустите для того, чтобы получить, так сказать, возможность общаться со зрителями и так далее. Поэтому нельзя обвинять партии, вот давайте известные люди, и у вас будут одномандатники. Никогда у нас не будет одномандатников. И посмотрите, что вы делаете с этими известными людьми. Ведь чтобы победить в округе, вашему, подобранному известному, неужели не думаете, что избиратели не поймут, что он будет потом войдет во фракцию «Единая Россия»? Ведь всегда все одномандатники потом прибегали в Госдуму и входили во фракции. Или образовывали депутатскую группу, которая поддерживала власть. Все. И вы еще раз ударите по избирателям. Вы избрали одномандатников, так они не ваши, они наши. Они или войдут во фракцию «Единая Россия», или создадут группы, сателлиты, аффилированные с «Единой Россией», и у вас будет большинство. Вы сытые и довольные в декабре 16-го сядете, а вся страна превратится в Болотную площадь. Вы об этом подумайте. Нельзя же все время издеваться над всей страной, над всеми гражданами. Что нам КПСС не было уроком еще? И вы опять хотите, чтобы «Единая Россия» превратилась в КПСС. Ваш генсек сдаст полномочия, и вас всех выгонят отовсюду. Вот такой вам будет переворот. Если не в 16-м, так в 21-м. Не в 21-м, так в 26-м. Вот до этого вы доиграетесь все. А сегодня вы сидите, так сказать, думаете, ну ладно, мне обещали, я буду в Думе в 16-м году. А что потом будет? Потом всех под суд отдадим, кто нас мучил все эти десятилетия. То демократия, то опять демократию превращают в черт знает что. Вот против всех голосуйте. Вот одномандатники, вот огромное количество партий. А сами вы уже все знаете. Голосовать не будем. Спасибо, Владимир Владимирович.